Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. А кто впервые посетил мой канал, меня зовут Анна. Сегодняшнее видео я посвящаю любителям вязания носков. Как-то я бродила по интернету и на Pinterest увидела, вернее, носочки с интересным узором. Вот я себе распечатала этот узор. И решила связать носочки с таким узором. Носочки у меня связаны на размер 38-39. Вот такой, посмотрите, красивый узор получается. Но хочу сказать, что в отличие от схемы, где здесь в основном нам представлены лицевые и изнаночные петли, и только вот здесь по центру в раппорте узора и между раппортами идет скрещенная петля, да. Но я вязала вот здесь по краю скрещенные петли, и когда делала вот здесь перекрещивание петель вправо и влево, лицевую я также вязала скрещенной. Поэтому у меня получился вот такой вот, видите, интересный эффект. Так как у меня размер 38-39, я вот здесь на границе между передней частью и задней пустила по 2 изнаночных петли. То есть в начале и в конце по передней части по 1 изнаночной петли, и также в начале и в конце по задней части я также пустила по 1 изнаночной петли. И поэтому он у меня, вот видите, такой получился не стягивающий паголенок. Хорошо сидит именно на ножке с полнотой. Так, и по расходу. По расходу у меня ушло 73 грамма. Вот на эти носочки у меня ушло 73 грамма. Вязала я спицами номер 2 на манжету. И основное полотно все вязала спицами номер 25. Так, по пряже вязала я из пряжи Astra Sox, состав 75% шерсть Супервош и 25% нейлон. Это пряжа производства Перу. Покупала я на сайте 5мотков.ру. Моточки по 50 грамм. Метраж здесь 50 граммов 200 метров. Так, и вот расход у меня получился на размер 38-39, даже можно до 40 размера, 73 грамма. Сейчас я хочу связать также такие же носочки с таким же узором вместе с вами. Но здесь я уже буду оставлять не по 2 петли добавлять изнаночных, а по 1 петле. То есть в конце по передней части 1 изнаночную добавлю, и по задней части также добавлю 1 изнаночную. И потом эти изнаночные петли у меня уйдут в пяточку. Вот сюда в пяточку. Носочки я буду вязать вот из такой пряжи. Это слонимская пряжа, белорусская пряжа. Если кто знает, это бобинная пряжа. В 100 граммах 1600 метров. Моточки у меня смотаны в 4 нити по 50 грамм. Как раз выходит метраж 200 метров на 100 грамм. Конечно, это не носочная пряжа, и греть они не будут, как, допустим, вот эти носочки, да, поскольку здесь у нас всего присутствует 30% шерсти, остальное все ПА, 70% ПА. Но я решила попробовать, посмотреть, что же будет, какие получатся носочки именно из этой пряжи. Я начала уже вывязывать резиночку, то есть манжету. Манжету я вяжу резиночкой 1 на 1, лицевая скрещенная и изнаночная петли. По схеме узора у нас раппорт узора состоит из 12 петель. Я беру на каждую часть, то есть на переднюю часть 3 раппорта и на заднюю часть носка также 3 раппорта. Так, девочки, смотрите, вот здесь по схеме узора, если вы видите, есть
пустые клеточки. Вот здесь и вот здесь, в этой части. Это означает, что здесь нет петли. Нет петли, поскольку мы вот здесь вот провязываем по 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот здесь и вот здесь. Но так как я буду добавлять еще одну изнаночную петлю, да, на границе между передней и задней частью, то есть вот здесь я буду провязывать скрещенную лицевую петлю. Вот здесь вот посмотрите, как у меня вот здесь это выглядит. Вот здесь, видите, скрещенная лицевая петля. Вот. Теперь смотрите, кто вяжет на размер, допустим, 35-36, да, здесь вам тогда придется не добавлять эту изнаночную петлю, а вязать именно по схеме узора. Лучше я рекомендую вам начать не вот отсюда, не с первой петли, а вот с 5 петли раппорт узора, да, чтобы вот здесь у нас перед ними вот здесь вот была одна петля. И тогда у вас все получится. Итак, отвязала я манжету, набрала на спице номер 2 73 петли. 72 петли основных и 3 петля для замыкания в круг. Как распределять петли по спицам и замыкать в круг при вязании методом Magic Loop, вы можете посмотреть у меня в других видео при вязании носков. Ссылочки я вам оставлю на эти носочки, чтобы мне не повторяться уже, поэтому я начну уже после манжеты. Итак, замкнули вязание в круг и провязала я резинку 1 на 1 12 рядов. Затем перехожу на спицы номер 2,25 и приступаю к вывязыванию узора. Итак, по схеме узора у нас первые 4 лицевых петли. Провязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Затем перекрещиваем 2 петли с наклоном влево. Вы можете использовать дополнительные приспособления для кос, но так как здесь 2 петли, я их не использую. Каким образом я это делаю? Первую петлю я снимаю, вторую провязываю, затем левой спицей подхватываю снятую, сзади аккуратненько переснимаю провязанную и провязываю петлю с левой спицы. Все, перекрестила. И следом сразу перекрещиваем 2 петли с наклоном вправо. Нить перед работой, петлю снимаю, следующую провязываю лицевой, сзади подхватываю левой спицей не провязанную, то есть снятую, спереди аккуратно переснимаю и затем провязываю снятую, переснятую петлю. Все. 2 петли вместе, вернее 2 петли перекрестили с наклоном вправо. И затем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. И так далее продолжаем раппорт узора до конца ряда. То есть по каждой части, по передней части у нас 3 раппорта узора. И по задней части также будет 3 раппорта узора. Довязала до конца передней части. И теперь смотрите, девочки, здесь мне надо в конце сделать еще одну изнаночную петлю. Я ее подниму из протяжки. Поднимаю протяжку. Вот так вот сзади поднимаем. И за переднюю стеночку провязываем одну изнаночную. Все. И таким же образом сделаем изнаночную петлю в конце ряда. То есть в конце второй половинки по задней части. Второй ряд раппорта узора. Провязываем 3 лицевых петли. Вяжем за правые стеночки. 1, 2, 3. И затем перекрещиваем 2 петли с наклоном вправо. Причем одна у нас будет лицевая, а другая изнаночная. Итак, перекрещиваем нить перед работой, снимаю первую петлю, провязываю вторую лицевой, сзади переснимаю снятую,
спереди, как бы меняю их местами, да, и провязываю вторую петлю изнаночной петли. Все. Далее 2 скрещенных петли по центру у нас идет раппорта, 2 скрещенных, провязываем их за левые стеночки и перекрещиваем 2 петли с наклоном влево. Первую снимаю, вторую провязываю изнаночной, затем левой спицей подхватываю снятую, сзади переснимаю провязанную и провязываю петлю с левой спицы. Все, перекрестили. И дальше 3 лицевых. 1, 2, 3. Все, провязали. Это раппорт узора, второй ряд. Вяжем так до конца ряда, вернее до конца спицы. Не забываем, что у нас последняя будет изнаночная петля. Переходим на вторую половинку, провязываем также 3 раппорта, и последняя петля у нас изнаночная. Итак, третий ряд раппорта узора. Третий ряд. Вяжем. У нас 2 лицевых. 1, 2. Затем 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо. Уже комментировать я не буду, как я их перекрещиваю. Думаю, здесь уже всем все понятно. Так, провязываю изнаночной. Перекрестили. 1 изнаночная, 2 скрещенных лицевых. 1, 2. Изнаночная. 2 петли перекрещиваем с наклоном влево. Итак, перекрещиваю 2 петли с наклоном влево. Не забываем, что у нас первую мы, видите, провязываем лицевой, а вторую изнаночной. И 2 лицевых. Все, раппорт узора. И так вяжем до конца, повторяя этот раппорт. Закончили с вами мы вязать 3-й ряд. Далее вяжем 4-й ряд и 5-й ряд. То есть здесь все то же самое. Перекрещивание петель, изнаночные петли, 2 скрещенных петли, изнаночные и снова перекрещивание петель. То есть в первом случае мы их перекрещиваем с наклоном вправо, во втором случае с наклоном влево. Итак, вяжем 4-й, 5-й ряд, и в 6-м ряду с вами встретимся. Провязали 5-й ряд, и смотрите, в 6-м ряду у нас вот здесь пустая клетка, то есть нет петли. Но так как у нас впереди будет изнаночная петля, то значит эту петлю мы будем провязывать, и я предлагаю провязать ее также скрещенной лицевой. Итак, провязываем скрещенная лицевая. У нас с вами 4 в 6-м ряду, 4 изнаночных, скрещенная лицевая. 1, 2, 3, 4. Далее 2 скрещенных, 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. И затем вот эти 2 петли, 1 петля одного раппорта, последняя петля, и первая петля другого раппорта, мы их провязываем вместе с наклоном вправо. Все, провязали. И так вяжем дальше. 4 изнаночных, то есть скрещенная лицевая у нас будет только в начале спицы и вот здесь вот в конце спицы, и затем изнаночная петля. Опять же в начале спицы, затем вот здесь в конце спицы скрещенная и изнаночная. И так вяжем 6-й ряд. 7-й ряд. Первая у нас скрещенная лицевая, затем 3 изнаночных. 1, 2, 3. А затем 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо. Перекрещиваем с наклоном вправо. Первые 2 петли. Будут они у нас и первая, и вторая лицевыми петлями.
Все. И 2 петли с наклоном влево. Перекрещиваем. Не забываем, они у нас обе лицевыми. Если в начале мы перекрещивали лицевая и изнаночная, то здесь 2 лицевые. Итак, перекрестили и 3 изнаночных. И вот эта петля, которую мы провязали 2 вместе, провязываем скрещенной лицевой петлей. Все. Это у нас раппорт узора. И так далее продолжаем вязать раппорт узора. Не забываем, что у нас в конце спицы по передней части будет скрещенная изнаночная, и также по задней части скрещенная изнаночная. И в начале обязательно скрещенная. После 7-го ряда вот мы с вами провязали скрещенная, 3 изнаночных, перекрестили 2 петли с наклоном вправо, перекрестили 2 петли с наклоном влево, 3 изнаночных, скрещенная. Далее вяжем 8 и 9 ряд. И уже в 10 ряду мы с вами встретимся, и я покажу, как я провязываю из одной петли 2. Итак, девочки, 10 ряд. Первая петля у нас скрещенная в начале спицы. Затем 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо. Так, перекрестила, провязала. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли с наклоном влево перекрещиваем. Так, перекрестила. Все. И вот осталась у нас вот эта центральная скрещенная на границе, да? Вот она. Из нее мы должны вывязать 2 петли. Я вывязываю следующим образом. Сначала за заднюю стеночку, то есть за левую, затем за переднюю, то есть за правую. Все. Вот провязала. И все. И дальше начинаем раппорт. Опять перекрещиваем петли. 6 лицевых перекрестили. Из одной провязали 2. Следующий раппорт. И в конце у нас будет скрещенная лицевая и изнаночная. И так до конца ряда провязываем и вторую половинку. 11 ряд. Перекрещиваем первые 2 петли с наклоном вправо, аккуратненько, раз, сзади подхватили, пересняли и провязали лицевой. Далее 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И перекрещиваем 2 петли с наклоном влево. Одна петля у нас вот есть, а вторая петля, вот которую мы из одной вывязали 2. Итак, перекрещиваем влево. Сняли, провязали лицевой, перекрестили и провязали. Все, это у нас раппорт узора. И дальше также перекрещиваем 8 лицевых, перекрестили влево, перекрестили вправо, 8 лицевых, перекрестили влево и изнаночная. И также по второй половине, да, то есть по второй стороне. И вот у нас что-то уже с вами вырисовывается, вот такой интересный красивый узор. 12 ряд. В 12 ряду первую петлю провязываем скрещенной, а затем следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном влево. Причем одна у нас будет лицевая, главная, да, а другая изнаночная. Итак, первую петлю снимаю, вторую провязываю изнаночной, перекрещиваю их и провязываю лицевой. Все, перекрестили. 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Далее следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо. Нить перед работой сняла петлю, следующую провязала лицевой, сзади подхватила, спереди пересняла и провязываю изнаночной петлей. Все, провязала, и у нас скрещенная петля. Вот. Это у нас раппорт узора. И дальше продолжаем. Скрещенная, 2 перекрещиваем вместе с наклоном, не вместе, а перекрещиваем с наклоном влево, 6 лицевых, 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо и скрещенная. И так до конца данной половинки. Последняя у нас будет скрещенная и изнаночная. И повторяем также по задней части, то есть по второй половине. Закончили вывязывать 12 ряд. И далее таким же образом, делая перекрещивание влево-вправо, провязывая скрещенные и изнаночные, мы вяжем с вами по 15 ряд включительно. 16 ряд. В 16 ряду первую провязываем скрещенную, затем 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, а затем 2 петли центральных, вот эти центральные петли мы провязываем вместе с наклоном вправо, и 4 изнаночных петли, 1, 2, 3, 4, провязали 4 и 1 у нас с вами скрещенная. Итак, вот у нас раппорт узора. Далее продолжаем до конца половинки. Не забываем, последняя у нас изнаночная петля, скрещенная и изнаночная. И переходим на вторую часть, то есть на заднюю часть. Итак, провязываем весь 16 ряд, провязывая центральные 2 петли в раппорте узора вместе с наклоном вправо. И далее с 17 ряда по схеме узора, здесь уже не сложно, мы с вами вот такие элементы уже выполняли, да? Перекрещиваем с наклоном влево, не забываем, здесь у нас перекрещиваем мы 2 лицевых, затем изнаночные, скрещенные, изнаночные, и перекрещиваем 2 петли с наклоном вправо. Итак, и в 20 ряду мы из центральной скрещенной петли вывязываем 2. То есть вот здесь я вам показывала, как я это делаю. И все, и раппорт узора мы с вами провязали. Итак, девочки, отвязала я 20 рядов, то есть я связала полностью весь раппорт своего узора. Так, вот показываю на блокаторе, как это примерно, да, выглядит. Вот такой вот интересный узор, посмотрите. Вот такой вот узорчик получается. Далее вяжем высоту паголинка, ту, которую вам необходимо. Вот в этих носках у меня провязано всего 2 раппорта узора, высоту. Отвязала я паголинок, высота у меня 2 раппорта. Ну все, я думаю, этого достаточно будет. Ну, вот так вот. Смотрите, девочки, как получается, да, интересно, красиво. Узор просто необычный. Все, теперь я перехожу к вывязыванию стенки пятки. Смотрите, в последнем ряду, вот здесь у нас с вами заканчивается изнаночный. И вот здесь со второй половинки я изнаночную перекинула вот сюда на первую спицу. То есть у меня сейчас начинается с одной изнаночной и заканчивается одной изнаночной. Было у меня 36 петель, сейчас 38 петель на спице. Теперь, девочки, смотрите, я вяжу стенку пятки своим способом. Вы можете вязать любым способом, к которому вы привыкли. Итак, как вяжу я? Кто смотрел мои видео уже по носкам, уже знают, как я это делаю. Итак, первые 2 петли и последние 2
В лицевом ряду я провязываю лицевыми петлями, а в изнаночном ряду я их буду просто снимать. То есть по краю стенки пятки я образую такой некий шнур айкорд. Мне так нравится, я так вяжу. Итак, первые 2 петли провязываю. Вот у меня изнаночная, да? Как я и говорила, она у меня уйдет в пяточку. Первые 2 петли провязываю лицевыми. И дальше вяжу лицевая, снимаю, лицевая, снимаю. И так до конца ряда. И последние 2 петли ряда я провязываю. Так, что у меня тут лицевая, снимаю. И последние 2 петли я провязываю просто лицевыми. Второй ряд, то есть изнаночная сторона, первые 2 петли я снимаю, а остальные все провязываю изнаночные. Все провязываю до конца ряда, не довязывая последние 2 петли. И последние 2 петли я также просто снимаю. Далее с 3-го ряда я повторяю 1-й и 2-й ряд. То есть в лицевом ряду, еще раз напомню, первые 2 и последние 2 я провязываю лицевые, а между этими петлями провязываю лицевая, снять, лицевая, снять. И по изнаночной стороне первые 2 и последние 2 я просто снимаю и провязываю все петли изнаночные. Все, вот так вот я вяжу стеночку пятки. По высоте для моего размера 38-39 я провязываю 36 рядов в высоту. То есть у нас общее количество было петель 72. И на каждой спице, то есть на каждой стороне, вернее, да, по передней и задней части у меня по 36 петель. То есть я высоту вяжу 36 рядов. У кого размер больше, допустим, 40-й, можно провязать 38 рядов. У кого размер меньше, конечно же, соответственно, провязываем меньше. Да, то есть ориентируемся на высоту стенки пятки. Итак, вяжем стеночку пятки. И там дальше с вами встретимся. Отвязали стенку пятки, как я и говорила, 36 рядов. Затем вяжем чашку пятки. Я вяжу чашку пятки методом подкова. У меня есть отдельное видео, ссылочку я вам оставлю на это видео. Кто желает, в принципе, может связать и квадратную пятку. Чашечка готова у меня. Вот, отвязала я. Чашечка подкова. Продолжила по чашечке укрепленную пяточку. Вот как на стенке пятки. У меня на спице сейчас 22 петли. Я разделила пополам и повесила маркер. 11 петель с одной стороны и 11 петель с другой стороны. Сейчас я начинаю поднимать петли по краю стенки чашки. И буду поднимать вот из этой косички. Да, вот эта косичка. Поднимать буду сразу за 2 дужки. Итак, провязываю сначала полностью все 22 петли. Так, первую здесь я снимаю, потому что она у меня уже провязанная. Провязываю 22 петли. Маркер у нас будет это середина, то есть начало ряда. Провязала 22 петли и начинаю поднимать. Начинаю поднимать вот с первой петли стенки пятки. Подхватываю сразу за 2 дужки. Подхватила одну дужку, вторую дужку и провязываю. Так, вот у меня одна петля есть. Поднимаю я 17 петель, так как у меня было 36 рядов. Одна. Подхватываю вторую петлю. Вторая. Третья. И так далее. Поднимаю 18 петель. Подняла 18 петель по краю стенки пятки. И теперь я делаю еще одну дополнительную петлю.
она у меня будет изнаночной и пойдет на верхнюю часть стопы. Итак, верхняя часть стопы. Я поднимаю вот эту протяжку, накидываю ее на спицу и провязываю изнаночной петлей. Итак, вот. И дальше вяжу верхнюю часть стопы по рисунку. Это, вернее, по схеме узора. Это у нас будет первый ряд. И поднимаю протяжку и провязываю изнаночной петлей. Все, провязала. Итого у меня сейчас 38 петель. 36 это у нас раппорт, 3 раппорта узора и еще плюс 2 крайние по одной изнаночной. Так, девочки, смотрите, если кто вяжет на размер, допустим, 36, можно эти дополнительные петли не провязывать. Так, все, и переходим дальше и вывязываем, поднимаем по краю стенки пятки вот из этой косички, начиная с первой петли, я поднимаю 18 петель. Подняла 18 петель и до маркера начала ряда я провязываю еще 11 петель. Следующий второй ряд я провязываю по стопе все петли лицевыми, кроме вот здесь вот последних петель. Вот по первой спице самую последнюю я буду провязывать скрещенной, и по второй спице вот здесь вот первую петлю по стопе я тоже буду провязывать скрещенная. По внешней части стопы вяжем по схеме узора. Так, отвязали второй ряд, начинаем вязать третий ряд. Из третьего ряда мы начинаем формировать клин подъема. Вот этот клин подъема. Итак, каким образом я это делаю? Это у нас стопа, да, сама стопа. Правая сторона стопы, левая сторона стопы. Итак, в конце левой стороны и в начале правой мы будем убавлять петли. Убавляем петли в каждом втором ряду. То есть в первом ряду мы убавляем, в нечетном ряду, в четном ряду провязываем все петли лицевые. Итак, от маркера начала ряда я провязываю все петли, не довязывая 3 петли. Осталось 3 петли на спице. Первые 2 петли мы провязываем вместе с наклоном вправо, вот за правые стеночки. Провязываем вместе и третью петлю провязываем скрещенной. Это для того, чтобы такой краешек был ровненький. В принципе, вы можете провязывать обычной лицевой петлей. Так, переходим на внешнюю сторону. Не забываем, у нас начинается с одной изнаночной и заканчивается. Да, это для больших размеров. Для маленьких размеров эти изнаночные можно не поднимать, не провязывать. Все, вяжем внешнюю часть стопы по схеме узора. Это у нас третий ряд схемы узора. Отвязали внешнюю часть и переходим снова к подошве. Первую петлю провязываем скрещенной лицевой, а следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном влево. Я провязываю протяжкой. Кому неудобно, можно просто развернуть 2 петли вот таким образом, левой стеночкой к себе, и за правую стенку их провязать. Все, сделали убавку. И дальше до маркера начала ряда вяжем все петли лицевыми. Итак, сделали первую убавку. Следующий 4-й ряд. По подошве вяжем все петли лицевые. Не забываем, вот здесь вот первая петля и последняя, мы их провязываем скрещенными. А по внешней стороне стопы провязываем по схеме узора. И таким образом далее делаем убавочки
формируя клин подъема, вот у нас клин подъема, через ряд. То есть в каждом нечетном ряду делаем убавочки. Убавляем петли до тех пор, пока для моего размера 38-39 у меня не будет 32 петли. Для размеров 37-36 можно оставить 30 петель. Так, все. То есть у меня на каждой половинке, на каждой спице должно остаться по 16 петель. 16 на одной спице и 16 петель на другой спице. Все, на этом мы останавливаемся и прекращаем формировать клин подъема. И продолжаем вязать по кругу дальше на длину стопы. После того, как я отвязала, сформировала клин подъема, вот у меня клин подъема, дальше я продолжаю вязать на длину стопы. Вяжу я ориентировочно так, чтобы у меня край, вот этот законченный ряд, закрывал мизинец. Мизинец на ноге. Так, девочки, желательно закончить здесь либо 11 рядом, либо полным раппортом, чтобы у нас узор казался вполне таким законченным, да, чтобы у нас все смотрелось эстетично. Итак, я провязала по длине 3 полных раппорта и от 4-го раппорта отвязала 11 рядов. Все, закончила я 11 рядом, и у меня вполне вот так вот вырисовывается как законченный рисунок. Теперь, если вам, допустим, вы отвязали на размер, кто-то вяжет, да, 36, допустим, или 37, если вам мало, вот вы провязали, закончили полностью раппорт, а следующий пол раппорта будет для вас очень много, тогда просто провяжите несколько рядов лицевой глади, просто лицевой глади. Так, все, теперь приступаем к формированию мыска. У нас на спицах по внешней части у меня 38 петель, а по нижней части, то есть по подошве, 32 петли. То есть разница у меня в 6 петель. Теперь я должна уравновесить количество петель, поэтому я сейчас сделаю сначала убавки только по верхней части, а затем, когда у меня будет 32 петли, я буду делать уже убавочки сразу по 2 половинкам, то есть по частям, да, по верхней и по нижней. Итак, вот здесь мы давайте маркер начала ряда. Вот у меня маркер начала ряда. Мы его перенесем влево, вот сюда. И нам уже будет удобнее. Так, снимаю я его, убираю. Итак, у меня 16 петель. Провязываю я свои 16 петель. Провязала 16 петель. Все, перенесла маркер начала ряда влево. Вешаю маркер так для ориентировки для себя. И отсюда мы уже будем с вами шагать. Итак, делаю убавление следующим образом. Итак, я должна сделать, у меня разница в 6 петель, то есть убавляю я по одной петле справа и слева, то есть в одном ряду я убавляю 2 петли. Делаю убавки через ряд, мне надо сделать 3 убавки, 3 на 2 это 6, и это будет у нас 6 рядов. То есть за 6 рядов я убавлю 6 петель, да, получается так. Итак, первую я провязываю лицевой. А следующие 2 петли провязываю с наклоном вместе с наклоном влево. Я вяжу протяжкой. Все. Следующие все петли я вяжу лицевыми, не довязывая до конца 3 петли. До конца данной стороны, то есть до конца спицы, не довязываю 3 петли. Не довязала 3 петли. Первые 2 петли я провязываю вместе, подхватываю за правые стеночки, провязываю вместе с наклоном вправо и лицевая петля. Все.
Перехожу на нижнюю сторону. И по нижней стороне я все петли провязываю лицевыми, без убавок. Обязательно, девочки, без убавок. Итак, все петли лицевыми. Так, все, девочки, провязала. Это был у меня первый ряд. Я делала убавки с двух сторон по внешней стороне. Следующий, второй ряд я вяжу без убавок. И далее делаю убавки еще в третьем и в пятом ряду. Следовательно, четвертый и шестой ряд я провязываю без убавок. Все. На этом у меня количество петель восстановится. То есть будет на обеих спицах одинаковое по 32 петли. И затем я приступаю к убавкам, к формированию самого мыска. И убавлять буду теперь как по внешней стороне в начале и в конце, так и по нижней части в начале и в конце. Также я делаю убавочки через ряд. Делаю я 7 убавок. То есть для моего размера я делаю 7 убавок. Это у меня будет 14 рядов. После того, как я сделаю 7 убавок, я еще сделаю 4 убавки в каждом ряду. Все, и тогда уже я остановлюсь. Вы смотрите, когда вы делаете убавки уже по обеим частям, вы примеряйте. Для меня будет достаточно 7 убавок. Может быть, вам понадобится 8 убавок, а может быть и того меньше. Может быть, вы лучше сделаете больше убавок в каждом ряду. То есть здесь уже примеряйте, девчата, и смотрите. Сформировали мысок. Все. У меня на каждой из спиц осталось по 10 петель. Теперь я оставляю, обрезаю нить, оставляю кончик сантиметров 20 и сшиваю петли, оставшиеся петли попарно трикотажным швом. Надеюсь, данный способ уже многим знаком, потому что многие сейчас мастерицы, вязальщицы пользуются именно трикотажным швом. Если кто впервые с этим сталкивается, у меня есть отдельное видео. Ссылочку в описании под видео я вам обязательно оставлю именно по трикотажному шву. Итак, все сшиваем трикотажным швом, и наш носочек будет готов. Итак, вот, девочки, сшила я мысок. Ну, вот то, что у меня получилось. Все. Носочек наш готов. Итак, друзья, связали мы с вами один носок. Аналогично вяжем второй носок. Прячем кончики. Здесь вот уже от мыска я спрятала кончик. Прячем от наборного края. И все, и проводим влажно-тепловую обработку. Обязательно влажно-тепловую обработку, поскольку стирка творит чудеса. Полотно у нас разглаживается, и изделие приобретает очень красивый, такой эстетичный вид. Ну все, друзья, надеюсь, данный мастер-класс оказался для вас полезен. Всем дружных спиц, творческих успехов. Обязательно оставляйте под своими работами хэштег, который вы видите на экране. Я буду очень рада посмотреть на ваши работы. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.